Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же будет дальше происходить в вашей жизни? Как раньше уже не будет. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, что я могу вам сказать? Кто-то из вас однозначно уже настроен на какой-то отдых, да, может быть даже на поездку, на море. Хочется отдохнуть, просто потому что вы уже просто перегрузились. Идет уже, знаете, такое выгорание, идет уже упадок сил. Вот как будто вы, знаете, перегрузили себя. Кто-то перегрузил работой, кто-то перегрузил, может быть, какими-то переживаниями. Хочется реально, ну просто, знаете, вот как говорится, поймать нирвану, да, там расслабиться, помедитировать. Кто-то хочет просто банально полежать на диване. Есть такой момент упадка сил. Далее. Знаете, кто-то из вас однозначно начнет очень плотно заниматься эзотерикой. Может быть, кто-то начнет изучать какие-то практики, да, разные направления эзотерические. Кто-то таро начнет заниматься более углубленно, потому что вы как-то вот откладывали, да, вот вас это цепляло, вас это интересовало, но вот вы все то ли боялись, то некогда было. А вот, может быть, сейчас, вот когда будет отпуск, появится больше свободного времени, как-то вы начнете, ну, больше изучать эту тематику. Кто-то, может быть, начнет изучать больше психологию. Поэтому вот начнутся такие разносторонние увлечения, разносторонние познания. Вы человечек, который, опять-таки, у нас выпадает, уже когда-то, помню, выпадала в этом, ну, в одном из раскладов. Вы безумно любите воду. Вот все, что связано с водой, да, начиная от того, что вы можете быть водохлебом, вы можете быть любителем полежать в ванной, вы можете быть любителем просто поплавать в речке, в море, в озере, в океане, где угодно, да. Давайте сделаем еще один такой маленький опрос. Вот что больше всего вы любите делать, да, ну то, что связано с водой. Пить воду, плавать там в воде, там, я не знаю, все что угодно, да. Может быть, вы в фонтанах любите купаться, я не знаю. Поэтому давайте напишите, вот в каком виде вы любите воду. Вы человек, который всегда очень, так, знаете, очень четко знает свою позицию. Вы всегда знаете, чего хотите в жизни. Вы целеустремленный, моментами бываете даже такой упрямый, да, вот если вы наметили, что я вот буду делать это, и я не успокоюсь, пока не дойду к этой цели. Это, в общем-то, довольно неплохая черта, но окружающим бывает порой не нравится. Вот такая ваша целеустремленность, прямолинейность, да. Вы человек, который, ну, довольно неплохо умеет организовывать других людей, да, такие организаторские способности. Вы очень хорошо умеете коммуницировать с людьми, вы общительный, да. И вот если вы... Кто из вас работает на какой-то работе, где вам приходится много общаться с людьми, да, ну, то есть, как говорится, язык подвешен, то вы находитесь, в общем-то, на своем месте. Потому что если бы вы сидели где-то там один, наедине с компьютером, да, либо же еще какие-то такие профессии, где, ну, не было бы коммуникации, но вы бы просто зачахли без общения. Ну, вот реально, ребят, вот напишите, давайте еще сделаем маленький опрос такой. Любите вы общаться с людьми или же вам хорошо и наедине с самим собой? Но я думаю все-таки, ну, опираясь, конечно, что это общий расклад, я все-таки думаю, что большинство из вас любят работу там, где есть связь с людьми, с общением, с коммуникацией. Даже если это удаленная работа, то вам нужно общение. Ну, типа там, знаете, как операторы какие-то, я не знаю, там менеджеры по продажам. Ну, то есть хоть где-то как-то, хоть в переписке, в чатах, но вам важно вот именно общение. Отдыхать вы тоже умеете, кстати, да?
Я не скажу, что вы вот просто уляжетесь, да, на диван и все. В очередной раз у нас показано, да, вот что среди вас есть любители полежать в ванной. Вот ванна, да, вот казалось бы, ну такая штука, которая, ну самая обыденная, да, все мы к ней привыкаем, но она вас реально расслабляет. Вот в ней вы можете полежать, да, расслабиться, подумать, да, что-то, может быть, поразмыслить, проанализировать. То есть вы и расслабляетесь, и в то же время вы можете, пока вы балдеете в ванной, вы можете подумать о каких-то своих там, ну, делах. Может быть, кто-то поностальгирует в такие моменты, да. Многие из вас большие любители четвероногих друзей. И, конечно же, они у вас есть дома, да, все вот эти котики, собачки, у кого-то, может быть, там динозаврики, рыбки и так далее. Напишите, ребят, у кого какой четвероногий друг есть. Тоже интересно будет узнать. Кто-то из вас планирует расслабиться, может быть, знаете, вот на даче. Очень так похоже, что вы собираетесь то ли на даче быть. Ну, знаете, вы будете как-то вот совмещать сад, огород и плюс та же рюмочка чая, да, вот вы будете как-то вот балансировать. Вроде бы и отдых, да, но с другой стороны на даче работа есть всегда. У кого она имеется, это прекрасно знают, поэтому минуты такого расслабления у вас тоже появятся после такого вот садоводческого труда. Вы человечек, который очень любит мечтать. И знаете, вот вы всегда почему-то стремитесь, да, вот вы намечтали себе, допустим, машину какую-то, да, вот хотелка ваша такая. Вы будете стремиться, да, чтобы эта мечта воплотилась. Вы, может быть, кто-то мечтает о женщине, да, вы будете все равно стремиться, вы будете, может быть, похожую женщину искать в своем окружении, там, да, кто-то, может быть, по перепискам искать, потому что вот сказать, что у вас вот, ну, прям такие серьезные семейные отношения у большинства, да, назовем это так, потому что общий расклад, но я бы не сказала. Скорее здесь проиграются, здесь очень много людей свободных. Здесь есть люди, которые в поиске, да, я имею в виду вот сейчас вот видео смотрят на канале, да, люди, которые в поиске, и также есть среди вас такая группа людей, которые решили покайфовать, да, вот без женщин, без всего. Вот просто хочу пожить для себя, да, потому что вот есть среди вас те, кто всю жизнь жили для других. Для женщины, для детей, там, родителям помогали, да, вот, а о себе как-то особо вы не думали. Вы у себя были где-то там на 10-м месте. Поэтому вот есть такие, кто решил покайфовать. Давайте будем теперь смотреть, как же изменится ваша жизнь, потому что как раньше уже не будет. Знаете, я бы сказала, что вот ваша личная жизнь все равно, она круто поменяется. Причем поменяется в лучшую сторону. Появится человечек, с которой вы будете, ну настолько на одной волне, ребят. Ну, мне даже вот и хотелось бы, да, сказать, что да нет, она непростая, будьте осторожны, да. Но нет, вот нет, вы можете себя накручивать. Причем вы будете, кто-то из вас однозначно себя накручивать. Но человечек, который, ну, абсолютно светлый, вот она тоже, она такая мечтательница. Если у вас есть та же дача, да, может быть, частный дом у кого-то, она будет вам и помогать, все вот эти сады, огороды, она будет, ну, может быть, даже чуть ли не с первых там свиданий, да, она будет помогать по дому, если вы, конечно, ее пригласите домой, да. Она будет, знаете, она такая же мечтательница, как и вы. Вот вы с ней почему и будете на одной волне, потому что многие ваши черты, они будут вот как-то очень совпадать. Может быть, черты характера, может быть, какое-то ваше общее такое мировоззрение, одинаковые цели, да, потому что она, ну, она серьезная женщина, она не хочет просто легких отношений, романчиков, да, точно так, как и вы. Вы не нуждаетесь в разнообразии женщин, правда?
Вам хочется одной, но любимой. Поэтому она точно такая, как и вы. Вот вам будет с ней настолько тепло, хорошо и уютно, да, вот такая вселенская тишина, спокойствие, гармония такая вселенская в отношениях будет царить. Вы будете любить вот какие-то, может быть, даже ночные прогулки. Вот ночь это будет ваше время. И не только вот в плане интима, да, это тоже, конечно же, будет. Но вот именно ночью это будут и какие-то прогулки, это будут какие-то романтические моменты, да, вот вы будете кайфовать, вот, ну, как будто, знаете, это будет мир вас двоих, и больше никто вам не нужен. Далее, я вам скажу, что кому-то из вас придется, конечно же, и потерять семью, вот если она у вас есть сейчас, да, поскольку это общий расклад. И, кстати, уже я заметила, вот в последнее время как-то, ну, частенько выпадает, что те, кто находится в длительных, может быть, токсичных отношениях, вы прекрасно понимаете, какие это отношения, когда люди уже живут как чужие, да, ну, то есть мне объяснять в принципе не нужно, то вот я боюсь, что вы все-таки рискнете и поставите точку в этих отношениях, да, будете переживать, да, будет больно, будет осадок, но тем не менее такое решение вы примете. Потому что вы, в общем-то, вы сами понимаете, что, ну, так больше нельзя. Это не отношения, правда? Ну, не должны люди жить как соседи, люди не должны ходить и, может быть, разговаривать сквозь зубы, либо же вообще там днями, неделями не общаться, либо же так, привет, пока, да. Но это очень давит на психику. Поэтому среди вас тоже есть те, кто все-таки поставит точку в таких отношениях. Далее, что еще? Кто-то из вашего окружения покажет свое настоящее лицо. Вы вычислите лицемера, человек, которому вы доверяли. Это может проиграться у кого-то опять-таки, да, вот и женщина, у кого-то может проиграться это кто угодно, и друг, и на работе коллега. Это может быть, там, я не знаю, хоть и сосед, да, ну то есть человек, может быть даже родственник, кстати. Может быть человек, то есть которому вы, ну, всецело доверяли, а потом вы узнаете, что человек обманщик, человек предатель, либо же человек сплетничает, какие-то гадости о вас рассказывает. Поэтому, да, однозначно, это может даже проиграться у кого-то, что вы разоблачите мужчину, с которым вы очень тесно связаны, да, вот, может быть, такой дружеский даже тандем был. То, что кто-то из вас поедет на море, это даже не обсуждается. Море, океан, дайвинг, да, вот, но однозначно вот какое-то такое кайфовое времяпрепровождение. Кто-то из вас может плавать, я не знаю, на лодках, на байдарках, там на чем угодно, на катамаране, на банане, на чем угодно. То есть, ну, вода, да, вот ваша стихия вода, как я уже сказала, поэтому вы будете кайфовать. И кайфовать, знаете, вот даже если вы поедете один, вы получите безумнейшее удовольствие. Далее, те, кто, может быть, давно не общались с какими-то родственниками, да, с друзьями, может быть, знаете, вот бывают ситуации, что друг детства, ну, все реже и реже общаешься. Вот будет какая-то очень такая теплая, приятная, долгожданная встреча. Получите очень и очень большое удовольствие. Бывшая ваша, опять-таки, может нарисоваться. Говорю у некоторых, да, потому что общий расклад. Просто держите ухо востро, опять с какими-то манипуляциями, опять с очередными хитростями пожалует. И такая, знаете, ну, себе на уме. Будет, с одной стороны, может быть, и флиртовать, такое, может быть, сказочно-загадочное выражение лица, какие-то могут быть интригующие смски, ну, вот в таком ключе, да. Но опять-таки будут какие-то уловки, хитрости, поэтому будьте осторожны. Так, кто-то из вас, ну, займется каким-то хобби таким, да, увлечется, вернее. Вот хобби будет довольно необычное. Как я уже говорила, да, может быть, кто-то начнет заниматься магией. Опять мне показывают, да, это однозначно, что, ну, начнете, может быть, даже практиковать, может быть, даже
уже начинать принимать первых клиентов, да, но если вы, конечно же, хорошенечко подучитесь. У кого-то может быть даже, ну, вплоть до астрологии, да, может быть, вы захотите там понаблюдать за звездами, я не знаю, может быть, еще какие-то увлечения, да, ну, то есть будете заниматься тем, чем, ну, раньше вы даже, ну, может быть, не подумали бы, что вы будете такое делать. Вот именно потому, что вы пока один, да, вы можете делать все, что угодно. То, что раньше вам было некогда, то, что раньше, может быть, вам там женщина не давала, запрещала, вы можете сейчас, ну вот вы как в поле ветер, да, вы волен делать все, что хотите. Ну и, конечно, знаете, вот однозначно кто-то среди вас, ну, как я уже опять-таки говорила, требует безумнейшего отдыха. Просто вот, может быть, даже просто отоспаться, да, вот хоть несколько дней, да, вот посвятите себе, кто из вас чувствует, что вы реально вымотаны, вы устали и морально, и физически. Просто отоспитесь. Ну, хоть пару дней отоспитесь, потому что вам требуется срочная такая реанимация, срочное расслабление, да, срочное восстановление сил. Потому что можете загнать себя, ребят. Вы просто выдохнетесь. Будет очень и очень плохо, если вы не побережете свое здоровье. А здоровье не купишь ни за какие деньги. Вы это прекрасно знаете. У кого-то из вас идет, что вы, возможно, начнете, ну, то ли свое дело, да, либо же будут какие-то перемены вот в работе, да, но это будут позитивные перемены. Захотите перейти на другую работу, будет точно так более успешно, чем вы сейчас находитесь, больше денег будет, и если захотите с кем-то создать бизнес, тоже очень удачный период. Кто-то из вас захочет, может быть, даже открыть свое какое-то фермерское хозяйство, да, вы поймете, что это очень прибыльно в наше время. Может, даже это будет такое ваше хорошее подспорье в заработке, да, может быть, кто-то начнет там курочек разводить, там яйцами торговать, цыплятами, чем угодно, да, ну, я утрирую, понятно, ну, то есть вы понимаете, да, о чем я. Кто-то, может быть, начнет там, я не знаю, плантации картошки садить, либо еще каких-то овощей, будете тоже продавать. И довольно неплохой такой, ну, дополнительный бизнес это ваш будет. А кто-то, может быть, полностью перейдет на фермерство. Захочется кому-то из вас, знаете, начать жизнь как будто с чистого листа. Это будет касаться разных ситуаций. Кто-то поменяет место жительства, кто-то, как я уже говорила, может быть, подаст на развод, да, то есть вот с чистого листа абсолютная трансформация жизни произойдет, вот как будто какое-то прозрение. Будут новые знакомства, новые перемены, новые возможности, и причем у кого-то даже появится довольно неплохой покровитель. Это будет знакомство с мужчиной, который, ну, такой уже может быть, я не знаю, там, ну, 50 плюс, такой уже почтенного возраста мужчина, но который с вами, ну, то ли сдружится, то ли, может, как-то вот вы начнете общаться, опять же, это может быть знакомство даже где-то в компании, где угодно. Но этот человек будет вам помогать, вот, и продвигать может по работе, ну, то есть это может даже проиграться влиятельный человек, который будет вашей такой крышей. Поэтому, в принципе, довольно неплохие перемены, как раньше не будет однозначно, ребят, потому что те, кто были одиноки, встретят свою женщину. Те, у кого были финансовые проблемы, у вас тоже идет все в гору, идет все к лучшему. Даже те, кто подадут на развод, да, ну, вы тоже это сделаете к лучшему, потому что вы сами понимаете, что в таких отношениях жить нельзя. Это даже не отношения. Это адский ад, да? Поэтому, ребят, в общем-то, у вас идут перемены, но перемены к лучшему. Отчаиваться не вижу смысла. У каждого это будут свои перемены. Переворачивайте под себя, кому что подходит. Становитесь фермерами, да, бизнесменами. Ваши женщины вам помогут. Ваши новые женщины, конечно же. И все у вас будет хорошо. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями.
И всем пока!